Привет, дорогие друзья! К счастью, европейские средства массовой информации Израиля, а также Соединенных Штатов Америки, в частности Нью-Йорк Таймс, я вам вчера показывал, да, и другие массово распространили информацию, правдивую информацию о том, что происходит в украинском МИДе, о консуле Украины в Генеральном консульстве Гамбурга. Сейчас уже можно говорить о бывшем консуле, потому что происходит то, о чем я и говорил. Украинский МИД решил отделаться малой кровью, отозвав этого консула, ну и по сути его уволив. Здесь я должен объяснить кое-что иностранным нашим зрителям, потому что, к сожалению, отечественные зрители из Украины отлично знают, знакомы с этой ситуацией. Дело в том, что в Украине ряд средств массовой информации не то что не помогают такого рода расследованиям, не то что не помогают выводить на чистую воду нацистов, людей, которые исповедуют шовинизм, нетерпимость, антисемитизм. Нет, они противодействуют такого рода информации. Эти средства массовой информации, это Цензорнет, возглавляемый Юрием Бутусовым. Эти люди противодействуют такого рода расследованиям. Они пытаются выгородить людей, которые занимаются откровенным антисемитизмом. Такое средство массовой информации — это обозреватель, что самое удивительное, владельцем его является Бродский Михаил, который сейчас активно сотрудничает с администрацией президента Украины Петра Порошенко. Таким средством массовой информации является телеканал «Прямой». Это очень легко проверить, это очень наглядно. Вы можете обратиться просто в Ютубе на телеканал «Прямой», посмотреть. За 2 дня они не сказали ни слова. Ни слова об этом дипломатическом скандале. Этот телеканал, как утверждают, принадлежит администрации президента и Петру Алексеевичу Порошенко, равно как и 5-й канал ему также принадлежит, но тот открыто, а этот не публично. Я должен говорить об этих средствах массовой информации, потому что они на протяжении всей моей деятельности пытались меня оболгать, пытались остановить любое расследование, касающееся преступлений украинской власти. Теперь я должен сказать пару слов о реакции украинских чиновников. В частности, на «Голосе Америки» постоянный представитель Украины в ООН заявил: знал такого, настоящий негодяй. Не судите об Украине по таким, как он. У меня возникает сразу же вполне закономерный вопрос. Если знал такого и знал негодяя, то почему же тогда этот негодяй много лет работал в украинском МИДе? Почему никто из вас ничего не сделал? Ничего не сделал бы, если бы не мое расследование. Поразил также украинский МИД, который внезапно объявил конкурс на занятие вакантных должностей в системе органов дипломатической службы. Вы видите, внезапно 21 час назад. Ну, конечно же, украинцы не являются дураками, и поэтому был задан справедливый вопрос, как всегда, задним числом. Ну, а теперь я вам покажу отрывки из интервью министра иностранных дел Климкина крымско-татарскому каналу АТР. Конечно, я должен начать с того скандала, который разгорелся в Германии, когда стало известно о том, что консул Украины в Гамбурге, его зовут Василий Марушинец, в своем аккаунте в Фейсбуке, в личном аккаунте под замком только для друзей, писал совершенно неприемлемые вещи. Личный аккаунт — достаточно обтекаемое понятие. У него множество друзей были, все эти друзья, практически все эти друзья имели какое-то отношение или к журналистике, или к дипломатическим каким-то структурам. Ми його вже відкликали для дисциплінарного провадження. Маємо з'ясувати кожну деталь, звичайно. Але позиція, вона дуже проста. Насправді, Україна – це країна для вільних людей. Да, это страна для свободных людей, позиция простая, мы его отозвали, вы его не отозвали бы, если бы вас не ткнули носом и если бы вы не знали, что разразится международный скандал. В принципе, он уже разразился. Но я не могу понять, каким образом они будут выяснять правду, если записи его страницы есть у меня. Со мной никто из МИДа не связывался. І коли ти є ксенофобом, або антисемітом, або взагалі кажеш щось про міжнаціональну ворожнечу,
Ти не можеш бути справжнім українцем. Це стосується там дипломатів, кого завгодно. Дипломатів, ну, звичайно, в першу чергу. Ряд украинских СМИ начали пытаться выгораживать украинский МИД таким образом, что якобы сам МИД заметил вот это вот все и сразу же начал с этим бороться. Нет, это длилось много лет. Ряд СМИ написал, что все это было написано наоборот, очень-очень давно. Сейчас мы с этим разберемся. І ми прекрасно розуміємо, що маємо почути, маємо побачити. Тобто вчора побачили, завтра він буде в Києві, будемо розбиратися, але якщо всі факти підтвердяться, тобто те, що ми бачили, це не обов'язково все, то, звичайно, ну, в МЗС шансів у таких людей нема. Если подтвердится, а каким образом это должно подтвердиться? Ну, вызываете вы этого человека на ковер, а он говорит, ничего не знаю. И все, не подтвердилось? Или как? Але які у нього були мотиви, що він хотів сказати цим, що це, власне, було, він сам нам розкаже. Але у мене позиція дуже проста. Це така, якщо хочете, нульова толерантність. Нулевая толерантность это была бы, если бы вы этого человека изгнали с позором и очень быстро, как только заметили то, что он делает. Но далее Климкин скажет, что они не могли этого заметить, потому что это было не публично. Просто интересно, как человек с такими убеждениями, ну, ультрарадикальными, просто ультрарадикальными, да, пусть он их скрывал там и писал где-то для своих, как он вообще попал на дипломатичную службу? Потрапив він доволі давно. Да, он попал на дипломатическую службу очень давно, поэтому мы как бы к этому не имеем отношения. И Муджабаев задает правильный вопрос, но он неправильно его формулирует, на мой взгляд. Потому что говорить о том, что это было где-то там закрытое, это знал весь дипкорпус Украины. И я это уже доказал в предыдущих видео, возвращаться к этому не буду. И вот здесь вот Климкин говорит очень важное. Это было не публично. Це вже більше 20 років, наскільки я розумію. Як? Ну, звичайно, він їх не висловлював публічно. Такі люди. Вот, он свои взгляды не высказывал публично. Ну, а теперь мы начинаем 4-ю часть. Приготовьтесь. Итак, непубличное высказывание. Громада Франкфурта на Майне. Это здесь публикуется карта, а вот от Рейна до Адриатики на Урал-реку, это он уже рассказывает, как он видит Украину. Это 13-й год. Видите, вполне себе публично. Это не закрытая группа, вполне можно зайти и посмотреть, что мы сейчас и делаем. Я тут должен заметить, что мы его заблокировали, по нашей жалобе он заблокирован, для того, чтобы он не мог удалить свои комментарии. Восстановим Ариану Украину в ее границах, от Рейна до Алтая, от моря Белого до моря Средиземного. Какие еще мадьяры, какие еще греки и румыны? Вы что? 3 года назад, вполне публично. Прекрасно, я правы. Такой национальности, это понравится Муджабаеву, такой национальности, как татары, не существует. Нет. Ну и дальше он объясняет, почему такой национальности не существует. Это вполне публично написано. Вот здесь вот написано, что вот президент Молдовы Додон что-то там предложил. Это 17-й год. Подчеркиваю, 17-й год, свежая запись. И здесь рассказывается про реакцию депутата от БПП Ирины Фриз. Про поводу ее реакции на заявление президента Молдовы. Фризка просто ёбнута. Вся Молдова, Буковина, тра-та-та-та-та-та и остальное является неотъемлемой частью арийской сверхдержавы со столицей в Киеве. Следующее. Земля наша, а кто не хочет жить по нашим правилам, за Дунай. Это, видите, можно проверять, переходить на его профиль для того, чтобы убеждаться, что это таки на самом деле наш герой. Статус касательно румынского и венгерского языка. Вот, как главе Европейского конгресса украинцев, ей подотчетны также бузящиеся ляхи, я не знаю, что это имеется в виду, но, в общем, про ляхов теперь, про поляков. Это было всего 30 недель тому назад. Следующее, вполне себе открытая информация. Детей от рождения надо учить, что есть Макшания, Кацапия, и она наш враг.
Это он про Россию, в принципе, вы же знаете, что в современном мире это даже не считается крамолой. Смотрите, Майдан иностранных дел, 17-й год, конец 17-го года, в конфликте Украины и Венгрии. И здесь он опять рассказывает, что мадьяры забыли, что они там что-то возвели на нашей земле, и надо им напомнить, что это наша земля. Ну что, брат, напомним им, а дальше я не понимаю, это какое-то наречие. 21 неделю назад. Переходим на профиль. Да, это наш друг на самом деле. Майдан иностранных дел. Это все открытое. Это все видели. В Польше, здесь уже про Польшу. Рассказывается, здесь тут как тут наш друг. Закончится общей украино-немецкой границей дружбы на Одре-Нисе. А в случае мадьяров украинско-австрийским. Следующее. Историческая правда. Здесь опять про Польшу идет речь. Сразу же появляется наш товарищ и рассказывает. Даже сейчас 170 тысяч квадратных километров под гнетом Псякрев. Псякрев — это собачья кровь. Это оскорбление. И, конечно же, он имеет в виду поляков. То есть он сразу же претендует на их территории. Тоже опубликован 29 недель назад. Тут не идет речь о каких-то очень давних публикациях. Следующее. Открытый статус. Архивы открыты. Оказывается, 90 лет назад Украина была в 1,6 раза больше, чем теперь. Тут как тут наш герой. Левая сторона не отбита. Он имеет в виду, что по левую сторону от Украины есть еще земли, которые не отбиты. Следующее. Здесь он опять рассказывает про мадьяров. Ему Венгрия опять не нравится. И он сообщает о том, что надо помнить, что мадьяр — это родной брат москаля. Господа, я подчеркиваю, это все открытые статусы. Посол Венгрии не знает историю своей родины. Тут же появляется наш дипломат и рассказывает, что вот мадьяры после себя оставили недоязык. Недоязык, перелезать через Дунай им никто не позволял и так далее. Следующее. Открытый статус. Не документируйте, режьте кацапов, а то поздно будет. 3 года назад. Призывает резать кацапов. Украинский дипломат. Следующий. 2 года назад. Здесь он уже рассказывает, что надо отбросить китайцев обратно на их стену. Обратно на их стену. Но его уже китайцы не устраивают. Следующий статус. Опять его не устраивают мадьяры и смерть антифашистам. Но это уже привычная смерть антифашистам. Это всего год назад. Следующее. В Германии из-за сепаратистских взглядов выгнали украинского футболиста. Он пишет, надо было его пришить. Никто бы и не переполошился. То есть имеет в виду, надо было его убить. Никто бы и не заметил. Это он ли? Да, это наш герой. Следующий статус про Порошенко. Он опять рассказывает, что татары на самом деле не имеют своей земли. Они появились в Таврии в 1444 году. И дальше тоже какие-то братья москалям. Я не знаю, что он имеет в виду. Но в общем, с татарами тоже его что-то не устраивает. Такое впечатление, что его не устраивают все народы. И это все публикуется публично. Следующее опять публично. 17-й год. Мадьяры свою мадьярию на наших землях построили. Это все доступно, это в общем доступе. Он не думал даже скрываться. Следующее. В Польше католики объявили Иисуса королем. Появляется наш герой. Они постоянно претендуют на наши земли. Следующий статус. Конец 17 года. Сколько еще говорить, что мадьяры и Москва — это родные братья. Следующий статус. Опять-таки украинская громада Франкфурта. Жидомаксельская хунта захватила власть и ведет против украинцев войну. Это открытый статус. Тут ничего закрытого нет. Врет Юдяра. Ну вы понимаете, да? Если вам интересно, пишите комментарии. Я буду продолжать показывать то, как тайно украинский дипломат много лет исповедовал свои взгляды. Он исповедовал их вполне открыто. Просто этим никто не желал заниматься. Он исповедовал это на странице Майдана иностранных дел. Все дипломаты это видели. Это открытые статусы и открытые комментарии. Как там сказал министр иностранных дел? Це вже більше 20 років, наскільки я розумію. Як? Ну, звичайно, він їх не висловлював публічно. Да, он не высказывался публично, он свои взгляды не исповедовал публично. А что надо сделать теперь, министр Климкин?
от випадок, який ми обговорювали, показує, що потрібно тепер перезавантажити всіх, хто є. Перезагрузить всех, кто есть. Всех, кто есть в МИДе, ну, скорее всего, надо начать с главы МИДа. Продолжение следует. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. И для того, чтобы знать правду, а не слушать то, что вам скармливают украинские средства массовой информации, давным-давно превратившиеся в средства массовой дезинформации. Пока.